Сейчас Виталик, они все. Я думал, сниму соревнования, я просто раз. Спонсор выпуска – компания Силаруков, продукцией которой уже давно пользуются известные спортсмены. Резиновые петли, тренажеры для предплечий, ручки для армрестлинга на любой вкус, ручки на лямках, ручка с двумя насадками, цилиндр и конус, блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. У ребят есть сайт и группа ВКонтакте. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Друзья, мы продолжаем рассказ о пятом турнире AMC, который совсем недавно прошел в Северной Осетии. Кто не смотрел наш предыдущий выпуск, обязательно посмотрите. На мой взгляд, это здорово, что турнир стал проходить в разных городах нашей страны. Сначала был Грозный, затем Красноярск и вот теперь Владикавказ. В Осетии вообще очень популярны единоборства, особенно борьба. И провести здесь турнир такого уровня было очень хорошей идеей. То, что мне нужно лететь во Владикавказ, у меня сомнений не было. Мои друзья говорили, правда, что я не справлюсь один. У меня поражена речь, и иногда даже вызвать такси бывает для меня сложной задачей. Но я знал, что в Осетии живут добрые и отзывчивые люди, которые всегда помогут. И вот я здесь. А вот справился ли я со своей задачей, решать вам, моим зрителям. Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, горцы носят папахи круглый год. Говорят, множество у них до сих пор. И живут, говорят, сотни лет, 10 лет. А еще говорят, что шаги, не шаги. Если он как распевый шакал, от врага побежит. А еще говорят, что прогресс только тот, кто сумеет участвовать в публике вызвать свой. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, солнечный край. Вэй-вэй-вэй-вэй-вэй, вот он где рай. Итак, мы начинаем. Сразу хочу сказать, что, конечно, меня разочаровал тот факт, что мы не увидели борьбы чеченского рукоборца Байсангура Салтыханова. Но он все равно приехал поддержать свою команду. Олега Черкасова я ждал в малой абсолютке. То, что он выиграл свою 65-ю категорию, наверное, ни у кого сомнений не вызвало. Но Олегу, как мне кажется, не повезло с жеребьевкой. Он сразу попал на поймавшего кураж Хаджимурата Залоева и проиграл. В этот раз, кстати, абсолютка проводилась по олимпийской системе. Спортсмен выбывал после первого поражения. Еще мне было очень интересно, как впервые выступит на турнире AMC Антон Корчин. Антон очень силен и поднимает невероятные веса. Хоть он и не добрался до призовой тройки, но смог дать бой всем своим оппонентам. Чего только стоит его поединок с Евгением Лукьяновым. Корчин показал, что он приехал на турнир не просто туристом. А Лукьянов, скажу я вам, не подарок. Второй поединок Антон мог выиграть, но не смог как следует закрепиться в выигрышной позиции, и его вытянули. Уверен, что Антон на следующем турнире выступит еще лучше. На самом деле, после борьбы Дмитрия Силаева с Зауром Пайзулаевым я испугался. И было подумать, что Заур получил травму. А мы помним, что у Пайзулаева не так давно был оторван бицепс. Это очень серьезная травма. И на восстановление, а тем более на набор хорошей формы к турниру AMC у него было не так уж много времени. Если все-таки это травма, то Пайзулаев не выйдет на следующую схватку, подумал я. Но все обошлось. Как выяснилось позже, на судейском выставлении у него судорогой свело грудь. И ближе к финалу Заур уже был в порядке, и когда жеребий свел Дмитрия и Заура второй раз, победа уже была на стороне Заура. Я набрал в силе больших мышц процентов 90, и луч и бицепс были в порядке, а вот кисти и пальцы были слабые. Максимум, что мне удалось за время подготовки, это набрать в силе пальцев процентов 70 от максимума, но этого было недостаточно для того, чтобы стать первым. В финале я не чувствовал ту силу своих пальцев, что была у меня раньше, сказал после соревнований Заур.
Заур Пайзулаев занял второе место в категории и второе место в абсолютке, проявив силу воли и бойцовский характер, заработав в совокупности $8000. Первое место в категории и в большой абсолютке завоевал Виталий Лалитин, заработав $15 000. Дмитрий Силаев стал третьим в категории, а третье место в большой абсолютке завоевал Ибрагим Сагов. Друзья, уже 12 августа, сразу после моего дня рождения, мне, кстати, исполнится полтинник. Мы проведем турнир, на котором будут армфайты с участием спортсменов с ограниченными возможностями. Прошу вас помочь мне провести данные соревнования. Ваши средства пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям. Денежные средства можно отправить по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все. Но надолго я с вами не прощаюсь. Вас скоро ждут новые выпуски о турнире AMC, прошедшем во Владикавказе. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравится ролик. И не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в соцсетях. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Озвучил ролик на безвозмездной основе Берсеркер Курбанов Эрик. Автор сценария и режиссер Зинатуллин Руслан.